Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 13 мая. Уделим внимание церковному календарю. Вспомним, почему сегодня поминальный день, что обязательно стоит делать и чего категорически нельзя делать. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите «Я магнит для привлечения денег». Истина да будет так, и пусть Вселенная, друзья, это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, всех тех, кто нам отправляет донаты, хотим поблагодарить, друзья. Нам очень-очень приятно. Итак, 13 мая православной церковью отмечается память апостола Иакова Зеведеева. Дело в том, что именно апостол Иаков Зеведеев занимает уникальное место среди 12 апостолов. Его жизнь и мученическая смерть засвидетельствованы в Новом Завете, что делает его одним из самых почитаемых учеников Иисуса Христа. Иаков и его брат Иоанн, известные как сыновья Зеведея, были простыми рыбаками до того, как Иисус Христос призвал их последовать за собой. Иаков был свидетелем множества ключевых моментов жизни Иисуса Христа, от воскрешения дочери Иаира до Христова преображения на горе Фавор и молитвы в Гефсиманском саду. Эти события не только укрепили его веру, но и подготовили к будущим испытаниям. После вознесения Христа Иаков отправился проповедовать в Испании, где он сеял семена христианской веры среди язычников. Возвратившись в Иерусалим, Иаков столкнулся с философом Гермогеном, известным своим скептицизмом к христианству. Дебаты между Иаковым и Гермогеном стали легендарными. Иаков не только победил в споре, но и так убедительно изложил основы христианской веры, что Гермоген вместе со своим учеником Филитом приняли крещение. Они сожгли свои книги о магии и стали верующими. Этот эпизод подчеркивает глубину Иакова как проповедника и его способность приводить к истине даже своих самых заклятых врагов и противников. Последние дни Иакова в Иерусалиме были ознаменованы испытаниями и преследованиями. Он был предан властям Иосии, который позднее, пораженный мужеством и верой Иакова, сам принял христианство и разделил его мученическую участь. Мощи апостола Иакова покоятся в Испании, куда каждый год совершают паломничество тысячи верующих, которые стремятся прикоснуться к святыне и черпать вдохновение из жизни этого удивительного святого, который жертвовал всем ради своей веры во Христа. Также 13 мая у нас с вами и понедельник Фомы. Это первый день после Антипасхи. И именно Фомин понедельник открывает собой неделю, известную под множеством названий. И поминальная неделя, неделя проводов, неделя обновления или Родоницкая неделя. Этот день, несмотря на отсутствие строгого поста, овеян глубокими традициями, которые связаны с памятью об умерших и символизмом весеннего обновления жизни. В православной культуре Фомин понедельник считается временем, когда души усопших возвращаются в мир живых, чтобы вместе с близкими отметить Пасху. Считается, что в этот день покойники приходят в свои дома, и родственники должны встретить их радушно, угостив традиционными пасхальными блюдами, такими как куличи и крашеные яйца. Этот обычай, известный как проводы, имеет древние корни и является выражением уважения к ушедшим, подчеркивая связь поколений и вечность семейных уз.
На Руси этот день также ассоциировался с различными обрядами, которые были направлены на поминовение усопших. Люди посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы, украшали их ветками вербы и листьями березы, которые символизировали жизнь и возрождение. На могилы зажигались свечи и лампады, а молитвы сменялись народными песнопениями, в которых прославлялась память предков. Особое внимание уделялось трапезе на кладбище, которая проводилась после церковной панихиды. Семьи устраивали поминальные обеды прямо у могил, делясь едой не только друг с другом, но и с просящими. Такие действия символизировали не только память о прошлом, но и надежду на воссоединение с ушедшими в будущем. Фомин понедельник также был временем прощения и примирения. Люди старались разрешить старые обиды и восстановить дружеские и родственные связи, веря, что гармония среди живых радует души умерших. Ну а в народном календаре 13 мая назвали День Якова Теплого. Этот день традиционно ассоциировался с началом теплых дней после долгих весенних холодов. Считается, что в этот день можно было предсказать погоду на предстоящее лето, внимательно наблюдая за восходом солнца и состоянием вечернего неба. В давние времена Яков Теплый символизировал собой переход к активным полевым работам. С этого дня на Руси прекращались свадьбы и сватовство, ведь начиналась пора трудов, когда каждый день и каждый час были на вес золота для подготовки и посева полей. Соответственно, любые развлечения и праздные посиделки откладывались до более благоприятного времени. В народе говорили: «Маешь жениться всю жизнь, потом будешь маяться», подчеркивая тем самым важность сосредоточения на грядущих сельскохозяйственных работах. Бытовало и поверье о том, что с приходом Якова Теплого начинают активизироваться и различные заболевания, в частности лихорадки. Чтобы защитить себя от болезней, в этот день люди совершали ритуал обливания мартовской талой водой. Этот обряд особенно рекомендовался перед дальними поездками, чтобы обезопасить себя от возможных болезней в пути. 13 мая, известный в народном календаре как Яков Теплый, богат на народные приметы и традиции. Этот день является знаковым, предсказывающим характер предстоящего лета и судьбу урожая. Самые распространенные народные приметы были связаны с наблюдением за погодными условиями. Если в день Якова Теплого утреннее небо ясное и солнечное, то и лето обещает быть сухим и жарким. В такие дни крестьяне готовились к интенсивным полевым работам, ожидая обильный урожай. А вот вечерние приметы также имели большое значение в этот день. Появление звезд на чистом небе и теплый южный ветер вечером 13 мая предвещали теплое лето с частыми грозами, что благоприятствовало росту урожая. Такое лето сулило богатый урожай и хорошие условия для сельского хозяйства. Дождливая погода на Якова Теплого считалась знаком многочисленных свадеб в предстоящем осеннем сезоне. Дождь в этот день сулил изобилие, а также символизировал очищение и обновление. А вот встреча с улиткой в этот день считалась хорошей народной приметой, предвещающей успешный сбор урожая шелковицы, что было особенно важно в регионах, где культивировали эту культуру. В этот день свои именины отмечают мужчины с именами: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков. По народным поверьям, эти люди обладали не только трудолюбием, но и умением справляться с трудностями, но и отличались высокой эмоциональной устойчивостью. Они ценили семейные узы и обладали способностью создавать крепкие и гармоничные отношения. На Якова Теплого день, когда традиционно намечается наступление настоящего тепла и начало полноценного лета, существовали особенные ритуалы для привлечения денег и удачи. В этот день люди придавали большое значение всему, что могло повлиять на их материальное благополучие.
Считалось, что для привлечения богатства в Якова Теплого нужно было начать день с определенного ритуала. Нужно было выйти за порог дома с кошельком, в котором уже должны были быть деньги. Далее поднять кошелек к небу и следовало произнести особую молитву. Также в этот день нужно было раскладывать деньги на подоконнике, который служил бы своеобразным магнитом для привлечения богатства. Подоконник выбирали на солнечной стороне, чтобы солнечные лучи могли зарядить деньги энергией роста и процветания. Деньги оставались на подоконнике до заката, после чего их собирали обратно в кошелек. Такой ритуал считался мощным способом не только для привлечения денег, но и для защиты домашнего бюджета от возможных потерь. Он символизировал обновление и рост, которые приходят с теплом и солнцем. Верили, что таким образом можно подстроить домашнее хозяйство под ритмы природы, что обязательно принесет удачу и избавление от финансовых затруднений. 13 мая – день, который в народных традициях был связан с ритуалами очищения и планирования. В этот день полезно было думать о своем будущем и попытаться задать направление своим мыслям и действиям. Поэтому 13 мая считалось идеальным временем для того, чтобы размышлять о своих целях и амбициях. Поэтому возьмите лист бумаги и ручку и начните записывать планы на ближайшее будущее. Постарайтесь детализировать каждый свой шаг, который вам предстоит сделать для достижения своих целей. Подумайте, какие ресурсы вам могут понадобиться, какие препятствия могут возникнуть на пути и как их преодолеть. Этот процесс не только поможет вам лучше структурировать свои задачи, но и визуализировать путь к их выполнению, что значительно увеличивает шансы на успех. Также важно сохранять и позитивный настрой. Отгоняйте от себя все негативные мысли и сомнения. Помните, что ваше мышление оказывает огромное влияние на реальность вокруг вас. Позитивное мышление может привлечь в вашу жизнь успех и благополучие, поэтому замените каждую негативную мысль на 2 позитивные. Вместо того, например, чтобы думать о возможных неудачах, представьте, как вы достигаете своих целей и как это приносит вам радость. Что же нельзя было делать 13 мая по народным приметам? Вы знаете, одна из самых сильных народных примет связана была с запретом на заключение брака и проведение обрядов сватовства. Народное поверье гласит, что браки, заключенные в этот день, будут несчастными. В этом есть символический смысл, поскольку Яков Теплый – это период, когда природа полностью просыпается, а человеческие отношения, которые будут заключены в этот день, по преданиям, могут быть также изменчивы и неустойчивы, как весенняя погода. Также считается, что признаваться в любви или устраивать романтические свидания в Якова Теплого может привести к неожиданным и часто негативным последствиям для будущих отношений. Также народная мудрость говорит, начатые в этот день отношения могут быстро закончиться, несмотря на кажущуюся искренность и глубину чувств. Также поверье нам предупреждает, что даже долгосрочные отношения, которые подвергаются испытаниям, могут столкнуться с непреодолимыми трудностями и в итоге привести к разрыву. Это связано с тем, что День Якова Теплого традиционно ассоциируется с началом тяжелой трудовой поры, когда внимание людей должно быть сконцентрировано на предстоящих задачах, а не на личных отношениях. Одной из особенностей Якова Теплого являлся запрет на ношение одежды определенных цветов. Это касалось красного и розового, а также любых оттенков, которые ассоциировались с любовью. По народным поверьям, кто носит такие цвета в этот день, может повлиять на личные отношения. Это не только будет препятствовать нахождению жизненного партнера в течение года, но и может привести к разрыву уже существующих отношений. В этот день также не рекомендуется вспоминать прошлое, особенно прошлые обиды или неприятные моменты. Считается, что такие воспоминания могут вновь активизировать старые проблемы, которые влекут за собой негативные последствия.
Кроме того, в день Якова Теплого крайне не рекомендуется проводить ремонтные работы. Это относится как к крупным строительным работам, так и к мелкому ремонту, вроде поклейки обоев или покраски стен. Дело в том, что все начатое в этот день будет иметь краткосрочный эффект. Обои могут порваться, краска начнет шелушиться, а ремонтированное оборудование вновь выйдет из строя. Кроме того, существует повышенный риск несчастных случаев во время выполнения таких работ. Кроме того, сегодня был запрет на плетение кос для женщин и девушек. Считалось, что кто сегодня заплетает косы, тот привлекает к себе убытки и болезни. Также еще одной важной приметой было это запрет на праздность и опоздание. Дело в том, что праздность может привести к духовному и материальному застою, а опоздания могут испортить репутацию и отношения с окружающими людьми. Также в этот день не рекомендовалось отправляться в длительные поездки без осуществления определенных ритуалов для защиты, таких как обливание талой водой. Дело в том, что в этот день возрастает вероятность неприятностей в дороге. И мартовская вода, собранная весной, считается сильным средством, которое может защитить путешественников от злых духов и болезней. Друзья, вот такой у нас с вами день 13 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите «Я магнит для денег». Также, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.